Всем привет! Вы на канале Сила Вдохновения. И сегодня моя гостья Алена, которая является тренером творческих состояний и в том числе моим личным любимым тренером, которая мне помогает уже больше 2 лет не терять свои состояния по дороге к своей прекрасной жизни, которую я создаю в своей голове прежде всего. Поэтому представься, пожалуйста, кто ты, что ты, где ты. Меня зовут Алена Креминская. Я тренер творческих ментальных состояний, аналитический психолог и мастер духовной трансформации. Сейчас я живу на Бали, прекрасном месте, о котором я мечтала, не знаю сколько, 6 лет. 6 лет, и потом как в моей жизни как больше творчества начало проявляться, я начала создавать свою реальность такой, как я мечтаю. Зачем откладывать мечты на потом, если все можно создавать уже сейчас? Вот. Мне очень приятно, что мы зашли в этот процесс творения сейчас, что мы готовы рассказывать и говорить о том, как и я создаю свою жизнь, как ты создаешь свою жизнь, и как наше творчество проявляется в нашей жизни. Рада всех видеть, рада всех слышать, и особенно рада с тобой взаимодействовать вновь и вновь. Вот так хочется сказать. Хорошо, тогда начнем нашу беседу о силе вдохновения. На канале «Сила вдохновения», и наша встреча посвящена вдохновению, потому что мы, как тренеры творческих ментальных состояний, как никто знаем, как важно в жизни вдохновение и как оно помогает всякие трудности преодолевать, сложности, вытеснять плохие новости, мысли и все остальное. То есть наше саморазвитие через творчество дает нам право, наверное, об этом говорить. Ну, в принципе, не то, что дает право, да, то есть мы просто любим об этом говорить, вот, и готовы говорить об этом бесконечно. Поэтому вот сегодня наша тема вдохновения, и вот хотелось бы у тебя спросить, что тебя вдохновляет на сегодняшний день? Меня на сегодняшний день, во-первых, вдохновляет жизнь, которую я сотворила, наверное, последний год, учитывая и пространство, в котором я живу, и те процессы, которые происходят в моей жизни. И вдохновляет меня больше всего это погружение во внутренний мир, потому что тот масштаб, который есть внутри каждого из нас, это такое пространство творчества, которое, мне кажется, во внешнем мире его можно воссоздать. Но если начинать изнутри и доставать эти все аспекты из внутреннего мира, то можно сотворить просто очень крутую реальность. И я понимаю, что когда я начала вот внутрь себя больше погружаться и доставать какие-то части личности, где-то какие-то архетипические истории, я начала о себе узнавать очень много интересной информации, которую из книг вовне не всегда найдешь, не всегда прочтешь. А когда ты из себя достаешь, вот ты тем более писала книгу, ты знаешь, что из себя доставая информацию, ты разворачиваешь совершенно другую историю, которая невероятная, открывает новое видение и для других людей в том числе. И вот это состояние вдохновения, когда ты его передаешь, вот ты передавала в своей книге, я в своей работе передаю, я понимаю, что у людей тоже открывается новое видение благодаря тому, что истории, созданные из своего внутреннего состояния, они дают еще больше вдохновения, еще больше ресурса для того, чтобы еще шире создавать свою реальность. И вот когда я в своей жизни сделала творчество с новой, то у меня совершенно начала меняться моя жизнь. И отношения, и пространство, в котором я обитаю, и мои жизненные процессы, и рабочие процессы в том числе. И я понимаю, что это огромный источник вдохновения, что творчество, которое у нас внутри, наш внутренний творец, это тот источник, который дает огромный масштаб и огромный потенциал для того, чтобы создавать свою внешнюю реальность. Я это вижу вот так. Что значит творчество? Просто для большинства людей творчество — это просто писать картины, создавать музыку. Насколько я понимаю, для тебя, для меня творчество во всем, что мы делаем. То есть что для тебя творчество? О каком творчестве ты говоришь? Для меня творчество — это вот действительно все, что, как ты сказала, все, что я делаю. Потому что, да, у меня бывают периоды, когда, там горки, падения, подъемы, падения. Но как только у меня происходят какие-то падения, я сразу смотрю, какой из процессов жизнедеятельности я упускаю, что я не создаю в своей жизни, что меня, например, вдохновляет, когда я на подъеме. И
Вот даже сейчас я там с утра просыпаюсь, и я понимаю, что все, я проснулась, и я уже с утра сразу лежа еще в кровати, я начинаю визуализировать какие-то свои процессы, свой путь, свое состояние, и задаю себе вопрос, например, что сегодня я хочу из этого состояния делать или для этого состояния, чтобы создавать свою реальность уже вот такой, как я хочу. И мне с утра приходят там ответы: это я хочу. И вот это состояние творить то, что ты хочешь, многие люди, как я сталкиваюсь в жизни, они его не понимают, потому что есть состояние «надо», кто-то там кому-то что-то должен и так далее. И вот когда люди перестраиваются на состояние «я хочу это делать», это и есть состояние Творца, это и есть творчество. Я хочу приготовить завтрак, я становлюсь, и я его в состоянии творчества создаю. Мне нравится этот процесс. Аналогично, там, я медитирую, занимаюсь йогой, там, занимаюсь тренировками. Для меня это все творческий процесс, потому что я очень сильно не люблю жить по шаблону. Хотя очень многие люди в системе, они привыкают жить в шаблоне, и когда им говоришь про творчество, для них это какое-то, как это можно импровизировать, как это можно визуализировать, что с этим вообще делать и зачем. У нас же есть какой-то образ жизни. Но когда людям задаешь вопрос, ну вам же не нравится ваш образ жизни, вы можете использовать творчество, вы можете использовать импровизацию. И я заметила, что для многих это оказывается достаточно сложный процесс. Но если мышление перестраивается на вот это творческое, на импровизацию, на вдохновленное состояние, очень многое меняется. И мне это в свое время, мне это очень начало нравиться, что я могу импровизировать в моменте, что мне не надо жить по шаблону, что я имею право выйти из системы и проявлять своего внутреннего творца вот в этом состоянии. И любой процесс, за который я берусь, мне нравится его импровизировать. Мне не нравится идти по правилам там, или по каким-то, как надо делать. Да, вот как многие там, вот так надо делать. Ну, мне не надо, я хочу делать так, как я хочу делать. Если мне это нравится, я это буду делать. Меня это будет вдохновлять. Вот я это вижу так. Поэтому для меня творчество — это процесс жизни. Да, это состояние, в котором ты из себя чувствуешь, что ты сейчас хочешь создать, но не подкрепляешься вот этими программами ума о том, что «а надо вот так», кому-то, может, надо. Но вот людям творческим... Рутины, вот эти утренние, там, ну не то, что там правила, да, но вот говорят, что без какой-то постоянной рутины, да, ну, допустим, там утром мы встаем, мы чистим зубы, пьем кофе или чай, или воду, то есть какие-то определенные вещи, которые мы делаем постоянно. То есть как, да. из них? Ну, рутины в любом случае, но опять же, да, берем любую рутину, ее можно делать не так, как на автомате. Вот, например, я там даже чистить зубы, я включаю себе музыку какую-то, и я понимаю, что я в этот момент я могу еще двигаться, я могу представлять, что у меня вместо зубной щетки микрофон. Это абсолютно любое воображение любого человека, это возможно делать. Но когда мы что-то переводим в процесс системного автоматического выполнения, творчество вытесняется в этом моменте. И нам как раз в каждую рутину... Обычные процессы ты проживаешь через творчество и облекаешь какую-то творческую форму, они не становятся рутиной. В принципе, так? Мало того, я практикую этот момент сейчас, это очень интересно, когда я что-то делаю привычное, у меня в любом случае там образ жизни, там медитация, практики, там приготовить еду, еще что-то сделать, все равно какие-то есть процессы, которые каждый день мы повторяем. И я себя развернула в то, что каждый процесс, который у меня одинаковый каждый день, я хочу его импровизировать. Я не хочу его делать на автомате. Я хочу включиться в процесс и что-то сделать, чтобы это было не шаблонно. Да, вот добавлять какие-то элементы, чтобы они не были похожи. То есть взять щетку левой рукой, да, или там сегодня элементарно поменять руку, это тоже процесс важный для ума, потому что тут же система переключается и мышление перестраивается, потому что меняется процесс действия. И вот даже на тренировках, например, я всегда любила импровизировать. Вот так кто-то там по шаблону, у кого-то есть программа, кто-то берет, по программе идет, я так не могу, мне так неинтересно даже заниматься.
Я там импровизирую, я делаю упражнения, потом я себе под музычку там подвигаюсь, потанцую, плавно что-то сделаю, растянусь, потом делаю что-то другое, что мне, моему телу сейчас откликается и как мне хочется двигаться. И даже если это будет не по программе, я знаю, что мое тело получит больше удовольствия от того, что оно будет свободно двигаться в этом процессе. И я это вижу вот так. Даже я могу периодически практиковать такие вещи, что я погружаюсь в какие-то состояния, например, я беру там какой-то архетипический образ, что вот я сейчас, например, там у меня мантия, да, там и что-то еще, и я играю в это. И это уже совершенно другое состояние. Вот даже играть в какие-то состояния, это очень интересно, потому что чаще всего мы привыкаем в каком-то одном состоянии жить, и это состояние оно становится автоматическим. Опять же, а там, где автоматизм, там нет творчества, там нет импровизации. Поэтому где-то музыка, где-то атмосфера, где-то что-то сделать по-другому и представить себя в каком-то другом состоянии, в другом одеянии, там, не знаю, да все что угодно, мантию надеть, корону надеть и в своем доме пройти по-другому. Это уже будет состояние творчества, и уже голова переключится на другое восприятие реальности. Я это вижу вот так. Хорошо. А какие 3 состояния на сегодняшний день вдохновляют тебя больше всего? Какие 3 состояния? Меня вдохновляет состояние свободы, когда я понимаю, что я могу не делать так, как надо в социуме или как от меня ожидают. Вот это состояние, когда я хочу сейчас... Кто-то называет это состоянием бунтарским, потому что оно выходит из Баба Яга системы. против, да? Мультик такой. Да, Баба Яга против. Но вот это бунтарское состояние, оно дает очень много ресурса, потому что ты понимаешь, что ты можешь действовать по-другому. Не так, как там кто-то говорит надо или кто-то привык делать. Ты делаешь это по-другому. Так И вот против когда... всегда так сложно ходить. Легче ж Ну, маршем в одну сторону. А как против течения плыть и быть свободной? так не надо плыть против течения, надо из течения выходить и быть самостоятельной рекой. Вот это состояние, оно очень-очень-очень энергичное на самом деле, потому что когда все плывут по течению, то у всех как будто бы одна точка окончания. Ну, у нас у всех, да, там завершающий путь, он един. Но когда ты своя собственная река, у тебя свой темп, у тебя свой ритм, у тебя своя чистота воды, у тебя свое наполнение в реке. И ты можешь быть как быстрой рекой, так и замедляться. То есть ты управляешь этим процессом. И вот это состояние, мне оно где-то кажется все-таки против системы, потому что своим темпом, ритмом, своим наполнением, своим проявлением ты управляешь самостоятельно. Тебе не надо подстраиваться, да, под какие-то истории. Но это, по сути, создание своей вселенной. То есть, если ты Создание, да, я это вижу как создание своего мира. И я вот в последнее время у меня и мой внутренний запрос о том, что я хочу создавать этот свой мир. Я не хочу брать какие-то шаблоны, я не хочу брать какие-то правила извне других людей, а мне хочется действительно создавать свой мир вот такой, как я его чувствую. Вот это то, что я сказала про свою реку, вот я это вижу таким образом. Да, не плыть по течению, где тебе задают темп и ритм, как тебе жить, в каком, чем тебе быть наполнен, что тебе знать и так далее. А ты своя собственная река. И эта земля имеет огромный масштаб, поэтому здесь есть место, где быть своей собственной рекой. И я это вижу вот так. Еще одно состояние, которое меня вдохновляет, это состояние, я его называю актрисой, потому что в этом состоянии, я просто помню себя с детства, я это состояние из детства, я его подтянула сейчас и в свою жизнь в том числе. И я в каких-то моментах, я могу включить музыку, представить, что передо мной огромная аудитория, и там постоять, попеть. И все, я уже чувствую себя более вдохновленной, я себя чувствую более игриво, и мне нравится это состояние. И даже видя эти процессы, я постепенно начинаю выстраивать, а что я могу сделать, чтобы вот эта история моего детства, когда я там зажигала, представляла, что передо мной масса людей, я на сцене пою, что я могу сейчас сделать, чтобы этот процесс начал воплощаться в моей реальности. И какие-то ответы все равно приходят, что-то происходит, да, что-то, какие-то процессы подтягиваются. И да, для меня это новый опыт. И вот это состояние нового опыта, оно для меня тоже вдохновляющее. То есть первое свободы, второе Ну, я в такой игривости. Я играю в эту жизнь.
Я в нее играть, вот возвращать себя в это детское состояние, когда мы были не озадачены кучей вопросов, а когда мы играли вот в то, что хотели. Мы взаимодействовали с любыми предметами, мы что-то исследовали, изучали. И вот я сейчас прочувствовала, насколько важно это состояние восстанавливать в своей уже взрослой жизни. Да, остаются задачи жизнедеятельности и так далее, но играть в эти процессы, это дает огромный ресурс. Вот, и мне это очень начало нравиться, и я прям вот думаю, какая разница, сколько мне лет, если я могу играть в то, что вот в моей реальности есть, и я могу этим воспользоваться. Вот. И третье состояние, я бы, наверное, назвала его состоянием медитативным больше, потому что когда ты просто вот расслабляешься, отключаешься от своей головы, чувствуешь свое тело и погружаешься, расширяешься, ты понимаешь, что тело — это наша оболочка, которая взаимодействует с этим земным миром, но наша душа — это намного шире, намного объемнее. И вот это медитативное состояние, оно дает совершенно другой ресурс. То есть вот ощущение безграничности пространства и что у тебя есть все возможности. Если ты хочешь, ты можешь этими возможностями пользоваться. Вот, наверное, вот так. Вот эти три составляющие, это вот в последнее время я их явно для себя определила как вдохновляющими и про процесс творчества. Мгм. А как ты передаешь своим клиентам вот эту силу творчества и вдохновения? Вот с какими запросами обычно к тебе приходят, чтобы вот наполниться чем, решить что? Ну, ты знаешь, запросы очень разные. У всех людей абсолютно, казалось бы, с одной стороны, да, разные сферы запросов, но я-то понимаю, что все хотят просто быть счастливыми в своей жизни, независимо от того, запросы денег, запросы личных отношений или там масштаба и так далее. Но в работе с клиентами я скорее даю, как они мне говорят, прояснилась, ясность. Вот эту ясность, да, вот эта возможность видеть ясно свою реальность, и возможность видеть свой внутренний мир и соединять, и смотреть, где в этом соединении несогласованные процессы, да, где во внутреннем мире одно, а внешнее почему-то выстраивается по-другому. И в процессе работы с клиентами я даю новое видение, что вот ваш внутренний мир, у него есть свои потребности и желания. А если внешний мир выстраивается по каким-то программам ума, то это нужно отпускать, нужно обращаться туда и выстраивать свою жизнь из того, что там внутри, со всех частей, да, у нас же множественная личность внутри, да, мы центральная, мы управляющая, мы создаем как физически воплощенная, но внутри нас очень большой потенциал, который тоже хочет быть выражен. Я показываю людям, что это возможно. Проводя человека, я показываю, что смотри, ты можешь это создавать. У тебя нет препятствий, кроме твоей собственной головы. Все, просто делай сейчас шаги, вот такие шаги делаем, и при том, что даже шаги мы достаем изнутри. Это не то, что вот возьми тебе шаблон, возьми тебе таблетку, исцелись и иди. Нет, человек из себя это все достает. Да, поэтому моя философия в том, что наш внутренний мир — это в любом случае творческий потенциал. Наше бессознательное — это творческий потенциал. И вот эту платформу, ее переводя в сознание, понимая, что внутри все это есть, и ресурсы, идеи, возможности, можно менять реальность, внешнюю реальность. Вот и все. Но это тоже про где-то про смелость. Да, в любом случае, чтобы быть творцом своей реальности, нужно иметь достаточно такие хорошую смелость, потому что выйти из старой системы, выйти со старого пути, для этого нужны силы. Решительность, сила и смелость. Вот я это вижу. А какую ты вселенную сейчас создаешь для себя? Первое, что я такое счастливую вселенную создаю для себя, потому что я понимаю, что вот мои мечты, да, моя мечта жить на Бали, это тоже мечта, которая была много лет, и всегда были какие-то процессы, которые якобы мешали. Но когда я уже начала осознавать, то я понимала, что на самом деле мне просто нужно было довериться самой себе, своему внутреннему импульсу души, что мне сюда, да, и вот двинуться в эту сторону. И я понимаю, что сейчас Вселенная, которую создаю, знакомясь со своим внутренним миром, мне хочется сказать, ого, как-то много всего интересного, мне хочется это создать в своей реальности. И, соответственно, вот Вселенную изнутра, из настоящего, из духовного
свою счастливую жизнь, сейчас шаг за шагом я выстраиваю как кирпичик за кирпичиком, строю свой собственный замок. Вот я это вижу вот так. Конечно, хочется побольше узнать, что для тебя счастье, но я думаю, что мы сможем. Это вообще, это можно отдельную тему на тему счастья, да, это очень объемная тема, ее можно будет развернуть. Какие твои вдохновляющие состояния? Расскажи про свои, что тебя вдохновляет, и книги писать, и музыку творить, что тебя вдохновляет? Ну, насчет музыки творить, меня, если по жизни импровизация мне дается легче, то с музыкой я до сих пор на «вы», несмотря на то, что я все время в этом живу, импровизировать на скрипке я так и не научилась пока. Вот. Но, видимо, если что-то не отпустила. Но что меня вдохновляет, тоже, наверное, сама жизнь, потому что если ты мечтала жить на Бали, то я не мечтала жить в Калифорнии, да, в Америке, потому что мне казалось, что это настолько недостижимо, да, что это нереально. Там, я могу поехать, да, там, приехать там, как турист в Америку, но чтобы остаться и быть еще и жить в Калифорнии, мне даже в самом сладком сне не снилось, потому что казалось недостижимым. Поэтому что вдохновляет? Наши бесконечные возможности нашего мозга, особенно когда включается творчество, и когда невозможно остановиться. То ли вязать сумку, то ли писать книгу, то ли играть на скрипке, то ли просто гулять. Это настолько всегда бесконечный процесс, и никогда не хочется, чтобы это заканчивалось. Потому что, допустим, если смотришь новости, всегда хочется, чтобы это побыстрее закончилось. А творческие процессы для меня — это то, что хочется, чтобы это длилось бесконечно. Наверное, это и вдохновляет, эта бесконечность творческих процессов. Потому что они никогда не заканчиваются. Если ты только становишься на путь творчества, остановиться невозможно, и это уже, наверное, как зависимость. То есть я очень рада, что я могу сказать, что я зависимый человек, знаешь, анонимный творец. Если мы были встречи анонимных каких-то творцов, потому что для меня, особенно в Америке, вообще перестали интересовать меня там какие-то такие соблазны типа алкоголя или чего-то подобного, что интересно было в Украине для меня. Сейчас у меня жажда творчества бесконечно, потому что я понимаю, какие возможности открываются, даже для написания книг, да, то есть насколько просто сейчас стало. Ты написал книгу, опубликовал на Амазоне, да, чуть-чуть сейчас поднапрячься, разобраться, как ее рекламировать и продавать, и стало легче открываться, стало легче проявляться. Просто бери и делай. Я, допустим, не понимаю, как может быть скучно, как может быть нечем заняться. Бесконечное количество занятий, которыми можно просто заниматься с утра до вечера, если надо было бы работать. Но у меня работа тоже творческая, поэтому я, получается, вспомнила, свою мечту. Я живу и зарабатываю творчеством. И это тоже было для меня недостижимо в какой-то период весь период моего времени до переезда в Америку. Поэтому сама жизнь вдохновляет. Слушай, круто. А как ты думаешь, что пугает людей, чего боятся люди, почему не занимаются творчеством? Что их может пугать, какие могут быть страхи? Как ты это видишь? Как я это вижу? Для меня в жизни был единственный страх, что творчеством невозможно зарабатывать на жизнь. Я не люблю идти через прошлое, да, но я понимаю, что так как у меня папа художник, и всю жизнь я слышала, что творческие люди, они никогда не будут зарабатывать, никогда не будут жить хорошо, и этим творчеством не заработаешь. Я это слышала с детства, и в этом у меня был всегда страх, если я буду заниматься творчеством, будет у меня творческая профессия, то я останусь без денег, без заработка, нечего будет кушать, нигде будет жить. И это останавливало, и надо зарабатывать деньги. Но потом в какой-то момент стало понятно, что даже наличие денег, оно не делает человека счастливым. Я не миллионер, и мне до миллионера еще шагать и шагать, может и лететь, я не знаю. Но я поняла, что в принципе наличие денег, оно не делает человека счастливым. То есть то, как ты... Да, то есть деньги не цель, а возможность, можно об этом говорить бесконечно, но опять же состояние, которое ты можешь себе создать, его можно создать и без денег.
Ну, то есть, понятное дело, что тогда в твою жизнь приходит и изобилие, и все на свете, и когда ты себя ценишь, любишь, занимаешься тем, что тебе нравится, как награда приходят и деньги, и да, мы не живем там сейчас богато, но, как сказали мои знакомые, когда они в Америку переехали только, лучше быть бедным здесь, чем богатым у нас. Поэтому вот как раз вот это про меня. То есть меня сейчас не интересует, вернее, ну, как и всех интересует, конечно, заработок, но в глобальном плане мне интересно сейчас развиваться творчески, и вот в каждом этапе оно начинает приносить все больше успех. То есть вот такой творческий процесс запустился. Я недавно читала учения одни, и там говорилось, что на самом деле Бог дает все наслаждающееся творчеством женщине. И мне это очень откликнулось, потому что я понимаю, что действительно, когда женщина творит из своего состояния, из настоящего, вот есть ощущение, что Вселенная такая: «Ну, бери больше. Если ты так творишь, бери больше». И это действительно очень классное состояние, когда ты приходишь в ощущение, что да, я хочу творить, я хочу заниматься творчеством и жить этим. Потому что вот ты четко сказала относительно того, что многие боятся, что творчеством не заработаешь. То есть, по сути, люди уже изначально выбирают что-то ради денег. Да, не ради своего состояния, не ради счастья, а ради денег, то есть деньги стоят в основе. И это действительно очень искаженное восприятие реальности, потому что в итоге, сколько я знаю людей, которые много зарабатывают, и они все равно несчастны. То есть у них много денег, и когда задаешь человеку вопрос: а что тебе, чего не хватает? И человек единственное говорит: я не чувствую себя счастливым, я все вроде бы все имею, вроде бы все. А суть в том, что, значит, где-то там в душе есть нечто, что хочет воплотиться, хочет быть создано, сотворено, но человек из-за того, что не смотрит внутренне, а руководствуется вот этими историями, что деньги главное, да, там, стать богатым и так далее, и это очень искажает связь с внутренним миром человека. И поэтому, да, поэтому многие и не могут соприкоснуться со своим внутренним творчеством, потому что вот эти страхи или какие-то убеждения социальные, они, к сожалению, мешают людям, человечеству творить. Ну и, соответственно, вот приводит к каким-то разрушениям, к потребности там, к власти и так далее. Хотя суть Творца совсем другая. Это как раз творить и быть счастливыми в своей жизни, наслаждаться тем, что создаешь. Согласна на все 100%. Вот маленький пример. У меня есть ученица по скрипке, ей там, ну, как бы хорошо за 40. Ну, то есть, если сказать, ближе к 50. И она пришла учиться играть на скрипке с нуля. Вот как раз с ней я работаю не как преподаватель по скрипке, а именно как тренер творческих состояний, потому что настолько кайфно смотреть, когда люди воплощают свои желания в жизнь. То есть она с детства мечтала играть на скрипке. Она живет в Америке, у них большой дом с мужем, у нее ребенок. То есть они живут в достатке, но когда она приходит на эти уроки, она просто кайфует. Да, у нее там много не получается, потому что она не занимается дома, вот, но она приходит с таким удовольствием на эти уроки, и вот это кайф, который невозможно купить за деньги. Ну, в плане, то есть, да, она платит за уроки, но это ничто по сравнению с тем, что она получает. Вот, поэтому... И сколько раз я не устану повторять эту фразу, что счастливые люди, им не хочется воевать, не хочется убивать, не хочется воровать, отбирать, ругаться. Ну, то есть счастливому человеку хочется кайфовать. И вот это вот то, не знаю, вот этот, как бы, я называю это иллюзией, да, вот, то есть, ну, иллюзия, реальность, в принципе, разницы-то никакой. Вот я вокруг себя хочу создать эту реальность, где люди будут счастливыми. Пусть ходят ко мне там на сессии, на уроки по скрипке, вот чтобы рядом со мной вот были счастливые люди. Я делиться этим счастьем и состоянием, потому что ну, это же так классно, когда все вокруг улыбаются, когда все радуются, когда тебе приходят и просто вот ты улыбаешься, тебе улыбнись. Не надо ничего делать, просто улыбнись. Хочется заниматься творчеством. Да, я очень хорошо это понимаю, потому что даже вот приходит человек на сессию, да, он приносит какую-то свою историю, которая его тревожит. И я понимаю, что когда мы идем и касаемся внутреннего и прорабатываем какие-то вещи, достаем это творческое начало, у человека меняется состояние в конце даже сессии. Да, вот даже ощущение есть, что у человека раз и свет проявился. Да, он там, голова его прижала, придавила,
мы это все там проработали, сделали, раз, смотрю, ух, и пошло совершенно другое состояние. И вот действительно хочется, чтобы таких людей становилось больше, которые готовы соприкоснуться со своей душой, и вот этот самый свет выпустили наружу, потому что мне очень откликается история человека мира, которые, то есть, что каждый человек имеет право познавать этот мир безгранично. Но есть и вот эта темная сторона, которая хочет овладевать чужими территориями. Ну, мы это видим, в принципе, то, что происходит сейчас в мире. И вот насколько я понимаю, что все дело, по сути, в мышлении каждого человека на этой земле. И вот если каждый человек на земле хотя бы вот начнет соприкасаться со своим внутренним и пускать свет, насколько наше человечество изменится. И многие об этом говорят. Но есть еще какие-то истории, которые не дают людям соприкоснуться с внутренним. У кого-то страхи, у кого-то там наоборот привычка овладевать чем-то. Но мы же создавали здесь, на этой земле, для другого, того, чтобы на самом деле творить, потому что мы и есть часть Творца, и мы имеем это внутри себя. И вот здорово, когда сейчас очень многие переходят этот процесс и соприкасаются с этим духовным состоянием, со своим творческим началом, и понимают, что, оказывается, можно по-другому. И вот хочется, чтобы больше людей осознавали, что да, можно по-другому. Можно не плодить грязь, зло, там вот это ощущение овладеть чем-то, а перевести фокус внимания на то, что я могу изучать свой внутренний мир и познавать что-то во внешнем. И в этом взаимодействии я могу тоже создавать что-то новое для этого мира. Вот сейчас только как будто бы... Не собирать у кого-то, да, хороший кусок чего-то, а создать свой и наслаждаться этим, еще и можно поделиться. Да? Мне кажется, настолько это просто, понятно, почему как бы многие этого не видят. Вот почему многие этого не видят? Я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, потому что многие не видят, потому что и воспитание в том числе, да, очень многие воспитывали в семьях, где была там какая-то тирания, еще что-то. И многие тащат это откуда-то вот с тех времен, не понимая, что каждый мы здесь воплощаемся, независимо в какой атмосфере мы воспитывались. Мы вправе во взрослом возрасте изменить это все. Да, жить по-другому. Нам не надо повторять то, что было там у родителей, у каких-то там предков в детстве у нас. Мы вырастаем, и мы имеем право. Родовые программы, которые вот сейчас так любят прорабатывать, да. И нам не нужно это все тащить в свою жизнь. Мы можем видеть, что, ага, это не работает, мне это не доставляет удовольствие, счастье, радость. Что я могу сделать, чтобы выбрать или другое, или поступить по-другому? На самом деле дело все в выборе. Человек либо выбирает вот оставаться в болоте и там тонуть, либо он выбирает создавать свою реку, про которую я сказала, да, стать этой рекой, которая имеет свой темп, свое наполнение, свою чистоту в том числе. Мы же за это ответственны, по сути. Вот, поэтому, ты знаешь, вот я начала думать относительно того, почему Земля сейчас в таком состоянии, что, знаешь, как будто бы чистится. Но на самом деле Земля — это же огромный потенциал. Ты не зависла или ты зависла? Зависла. Потому что Земля в таком состоянии, что все зависло. Да, вот я начала замечать просто тот момент, что Земля сейчас, она как будто бы очищается от всего, что не о плодородии, то есть не от творчества. Нет, вот это я тебя не слышала. Слышала? Зависла? Что это ты говорила? Да, да. Говорю, мне кажется, тему планет надо оставить, наверное, на следующую встречу. Это бесконечно. Да, кстати, будет интересно рассмотреть этот вопрос, потому что процессы, которые происходят на Земле, они очень синхронны с тем, что происходит с человечеством. И вот если мы соединимся с Землей и поймем, что для Земли плодородие, а плодородие — это же есть творчество, по сути, это главный аспект. А значит, и человечество, которое соприкасается с Землей, нам нужно помогать в этом процессе. То есть своим творчеством, да, это состояние улучшать, а не наоборот делить территории, делить земли, разрушать и так далее. Ну, мне кажется, это такая большая тема, которая тоже заслуживает своего внимания, потому что это интересно. Я думаю, что мы еще поговорим и не раз и на эту тему в том числе, поэтому пора заканчивать. Видишь, говорили 30 минут, и нам там вселенная хватит. Хватит. Хорошо. Все, что нужно.
Да, я считаю, что важно продолжать вытеснять творчеством все плохое, что вокруг нас вертится, и тогда как семя, да, вот набухает и вытесняет как бы все, что ему мешает расти, вот и в сознании и в жизни человека может вырасти что-то хорошее. Поэтому я предлагаю завершать беседу. Надеюсь, этой беседой мы начнем выходить в эфир и делиться тем, что нам интересно, и рассказывать о том, как ты работаешь с клиентами, какие инструменты используешь, потому что я как твой клиент, я безумно счастлива, что ты у меня есть как тренер моих творческих состояний. Когда бывали времена, когда ты не могла со мной встречаться и заниматься, но я рассыпалась, конечно, на мелкие части, потому что человеку нужен человек, и когда этот человек понимает, хоть мы и дышим разным воздухом в разных концах планеты, и мы Но это никогда... не видишь, и на расстоянии нам не мешает творчество расширять. И я тебе тоже благодарна за этот процесс, потому что и за поддержку, и за вдохновение в том числе, которое всегда от тебя источается как от источника, поэтому это нужно расширять в любом случае. И в этой поддержке, да, творческих состояний, на чем мы и сошлись, поддерживая друг друга в творческом процессе. И оно, видишь, оно нерушимо. Даже если какие-то перерывы, даже если какие-то там процессы, оно все равно... живем в разных днях. У тебя сегодня Да, что? У тебя сегодня среда? если среда, да. У меня еще вторник, поэтому мы даже в разные дни с тобой встречаемся. Ты для меня барышня из будущего, ты понимаешь? А видишь, это Я история еще про параллельные вселенные, мальчик, да? как у Алисы из «Гости из будущего». Такой у меня, по-моему, красный был, я не помню, но вот очень похоже, что-то мне напомнило. Видишь, как интересно. Видишь, играем в эту реальность в любом образе. Да, да, видишь, как интересно, что независимо, это еще раз говорит о том, что независимо от времени, независимо от пространства, творчество, оно продолжает жить. Да, и вот Мгм. люди, которые созидают в этом пространстве, все равно взаимодействуют, а все лишнее, оно просто отваливается, оно уходит, отваливается. И мне кажется, это круто, что это так происходит. И я рада, что мы помогаем себе, друг другу, нашим клиентам наполнять жизнь творчеством, вытеснять те процессы, которые не нравятся. И когда это все запускается, опять же, очень сложно остановиться. Да, это правда. Вот, Это правда. поэтому, несмотря на то, что очень сложно остановиться, Сделаем небольшую паузу сегодня, да? да, до следующей нашей встречи. Спасибо тебе за то, что мы все-таки собрались, встретились, записали. И я предлагаю не останавливаться, потому что столько интересного еще надо обсудить. Вот. Да, это правда. Очень много всего интересного, что стоило бы дать этому миру, в том числе и из того, что мы проживали, из того, как мы выстраивали, как мы перестраивали свою реальность, свое видение, и как мы открывали творчество и в себе, и для этого мира. Поэтому да, я думаю, это нужно масштабировать. Но мы до сих пор находимся в процессе. Я надеюсь, в Да, процессе наших бесед родятся еще какие-то новые проекты. безусловно, безусловно. Да, поэтому все, спасибо и до новых И я встреч. тебя благодарю. Благодарю, была рада видеть и спасибо. Всегда с тобой всегда интересно, тем более расширять наше творчество и продолжать этот поток созидания. Поэтому я тебе благодарна всегда за поддержку, за участие, за то, что ты есть. Вот так хочется Спасибо, сказать. дорогая. Я тоже тебя очень люблю. Будем расширять сознание экологичными методами, без, Да, да, без да, химии, вот, с помощью да. простых человеческих радостей. Вот. Любовью. По сути, Да. любовью к себе и к миру. Вот и все. Ну, на Да. этой позитивной ноте мы и закончим. Любите Да. себя и мир, и создавайте свой мир, который будет легко любить. О, Наверное. точно. Мгм. Создавайте свой мир. Да.